Поймай курицу. Да. Привет, ребят! Впереди спойлеры, поэтому если еще не смотрели мульт, то залетайте ко мне в группу ВК. Всех предупредил, погнали! Короче, если вам где-то от 25 до 40 лет, то скорее всего мульт не понравится. Mortal Kombat Snowblind — это полуторачасовая концовка Кейно из 11 части. Подтвердились самые смелые теории касательно сюжета. События мультфильма — это история о том, что было бы, если бы до часов Хроники добрался Кейно. Забегая наперед, хочу сказать, что такая концепция, по-моему, очень хорошо подошла мультфильму. В отличие от прошлых двух частей, он даже не претендует на каноничные события. Сюжет уникальный, за исключением становления Кенши. Это все-таки взяли из игровой серии и правильно сделали, потому что смогли гармонично вписать в новую историю. Во время просмотра понимаешь, что авторы не пытаются обыграть еще какие-то известные по играм события, а из-за этого смотреть куда интереснее, потому что ясно, что это оригинальная история во вселенной Mortal Kombat, по ее мотивам. И знаете, получилось неплохо, как по мне. Здесь нет кучи событий, которые авторы пытаются показать хотя бы мельком, как было в первом мульте. Нет такой масштабности истории, какая была во втором, где начали за здравие, а закончили так же, как заканчивается каждый эпизод Power Rangers с битвой мегазордов, я не знаю. Это очень локальная история, которая не нуждается в продолжении, и это хорошо. Нам показывают мир, описывают ситуацию в нем, и все это здесь и остается. История полностью законченная и самобытная. Посмотрев на Snowblind, я понял, что хочу еще и еще подобных проектов, которые не пытаются экранизировать знакомые истории, спотыкаются, путаются и так далее, а которые дают ситуацию и рассказывают, что могло бы случиться при сложившихся условиях. Благодаря этому не возникает вопросов в стиле «а почему сделали так, если в играх было по-другому?» или «зачем здесь этот персонаж и где тот, который должен быть?». В общем, сразу обозначил свое отношение, и сейчас поговорим обо всем по порядку, но сначала небольшая реклама. Voice of Steel – многопользовательский файтинг, в котором игроки сражаются за право стать чемпионом. Создай своего робота, придумай для него уникальные удары и отправляйся в захватывающие бои с другими игроками. Отрывай конечности противникам и меняй исход поединка. Прокачивай своего робота и свою технику боя. В каждом сезоне проводятся турниры с реальными призовыми для первых 10 мест в турнирной таблице. Качай игру Voice of Steel бесплатно по ссылке в описании и получи премиальный доступ и 300 VS Coins. Ну погнали. Первые 20 минут мульта я сидел такой с мыслью «очень интересно, но нифига не понятно». Ведь второй мульт напрямую продолжал события первого, и от третьего ожидал такой же истории, поэтому пытался срастить, что вообще произошло. Оказалось, напрасно. Постаревший Саб-Зиро фермер выращивает овощи и продает их в городе, к нему клеится какая-то женщина, его приятель отмазывает его и говорит ей, что Куай вообще евнух. Забавно показывают какой-то быт персонажей, как будто из Mortal Kombat. Но когда начинается сегмент с становлением Кенши, вот тут ты и вспоминаешь, что это и есть Mortal Kombat. Авторы взяли биографию персонажа из Deadly Alliance и почти слово в слово ее экранизировали, за что определенно стоит их похвалить. То есть Кенши показывают заносчивым и горделивым, каким он и должен быть изначально. Он бродит по миру и ищет достойных противников. Банально, но так и было в играх. Нам об этом рассказывали, но никогда не показывали. И как положено, Шан Цун представляется Сонгом, безобидным стариком, который обманом приводит Кенши к колодцу, где хранится меч Сента, запечатанный с душами воинов Такахаши. В игре встреча Кенши и Шана, конечно, происходила при других условиях, но в случае данного мульта все объясняется просто. Во всем виноваты песочные часы Хроники, а точнее тот, кто ими пользуется и строит временную линию как хочет. За что я и не люблю всю эту историю про Хронику. Ее часами можно объяснять вообще что угодно. Это сценарное читерство, ну да ладно. С Кенши все понятно. Зазнался, оказался избит Тремором. Захотел стать сильнее, оказался обманут Шаном. В итоге ослеп, но благодаря мечу Сента смог выжить. Эта история нам знакома. Ну, плюс-минус, конечно, без Тремора. С другой стороны, Саб-Зиро, который почти весь мультфильм терпит побои, черные драконы воруют у него овощи, а он еще и на колено перед ними встает, в ответ получая ногой в лицо. Тем не менее, у его дома оказывается умирающий слепой Кенши, и это судьбоносная встреча для обоих. При этом какая ситуация в мире? Почти везде пустоши, люди боятся каких-то призраков, но черные драконы вполне реальны и тиранят живых. Кейно прям вызвал внутри неприятное ощущение. Он и его люди появляются в городах, вырезают мирное население и говорят, что это спасение, и вообще-то нужно быть благодарными.
Да и выбора особо нет, становись черным драконом, либо умри. Сижу, смотрю, не понимаю, что за чушь вообще показывают, причем тут Кенши и его история, но постепенно это зрелище каким-то образом втягивает. Вот еще не знаю, что к чему, но там какой-то перс мелькнет, здесь, и как-то удерживается интерес. Авторы сделали гениально просто. Не стали мучить фанатов своим видением событий игр, а взяли за основу концовку Кейна, причем даже показали ее ближе к финалу, и объяснили, что эти события происходят вообще вне любого контекста и не имеют отношения к первым двум частям мульта. Соответственно, это дает авторам полную свободу, и они ей пользуются. Я не буду пересказывать сюжет, главное лишь то, что он уникальный для вселенной Mortal Kombat. В общем, Шан Цун обманул Кенши, стал молодым и сильным и пошел свергнуть Кейна. Думаешь, вау, сейчас-то колдун отпинает Одноглазого. А нет, Кейна дает понять, что для него лично это уже не первое предательство Шана. Он ожидал его и жестоко убивает колдуна, чего лично я вообще не ожидал. Причем сцена реально жесткая, даже несмотря на рисовку. Вообще уровень жестокости стал значительно выше, конечности летят в разные стороны, особенно ближе к финалу. Там, по-моему, всего 2-3 персонажа остались, у которых на месте все пальцы и руки. Но, кстати, что в очередной раз взбесило, это персы, которых опять в третий раз добавили ради того, чтобы слить. Все же знают, что один из известных членов Черного Дракона – это Джарек. Я весь фильм ждал, когда же он появится. Сюда ведь даже Безликого засунули, но не могли они забыть про Джарека. Но лучше бы забыли. Появляется на 6 секунд. Умирает после приказа Кейну напасть на Кенши. Просто что? Зачем мелькает Дайру, почему именно он, непонятно. Каким образом тут оказался Драмин? Но ему хотя бы больше времени дали, на пару секунд. И есть еще проблема, которой я опасался. Мультфильм все-таки никаким образом не объясняет, почему Саб-Зиро гораздо старше Кенши. Просто вот в этой временной линии так сложилось, примите это. По ходу дела рассказывают, что Кейна устроил все так, что мир заполонили «призраки» в кавычках. Прямо звучит слово «ревенанты» в оригинале. Но эти призраки скорее зомби, и судя по словам Саб-Зиро, люди превращаются в них после смерти, либо их привлекают тела. При этом во флешбеках в виде зомби мелькают известные персы, например, Ночной Волк. Такого появления ждали фанаты? Вряд ли. Но до этого особо не докопаешься, потому что здесь рассказывается история по своим правилам. И вот в отрыве от прошлых мультфильмов, в отрыве от игровой серии и сама по себе, эта история, неплохая. Интересный такой трешачок. Как будто эпизод сериала «Что если?». И, конечно, появление Скорпиона – просто мое почтение. Если этот скин не добавят в следующую игру, то это будет ошибка. Их альянс с Куай-Лиэном, их договор – это очень крутая идея. Типа Саб-Зиро когда-то не сдержал своих сил, собственно, почему он и был таким терпилой весь мульт, и они со Скорпионом договорились, что если он снова их использует, то желтый должен сдержать синего. И вот говорю, идея классная, но финал я совсем не понял. Типа неплохие драки, эффектный момент, когда Сап оторвал себе руку и сделал новую изо льда. Прям чувствуется вот этот запал, все или ничего. Но почему они не вмешались во временную линию, учитывая, что у них кругом капец творится? Зачем Саб-Зиро отправился в преисподнюю, если он вполне адекватно себя вел, тоже не понял. Просто из-за договора? Зато Кенши становится лидером клана Лин Куэй, которого как бы нет, но, видимо, ему предстоит воссоздать его. Это интересная идея. Короче, в целом, это эффектный фанфик с крутыми идеями. Далекий от шедевра, конечно, но хотя бы не пытается следовать играм, потому что, не получается это у них. Думаю, вот такие фанфики и нужно продолжать делать с подзаголовком Legends, чтобы не бесить фанатов и продолжать рассказывать самобытные истории. Конечно, хотелось бы нормальной каноничной экранизации игровых событий, чтобы показали то, о чем мы раньше только слышали и читали в биографиях. Но этому, видно, не бывать. Хотя взять постклассику, там просто уйма готовых идей, чтобы развернуться. Но очевидно, авторы нацелены на новую аудиторию, на тех, кто любит мультивселенные, различные вариации событий, и это уже далеко от того МК, который мы когда-то полюбили. А у нас сейчас выбор, либо учитывать это, либо хейтить все новое. В общем, по-моему, мульт совсем неплохой. Трэшовый, увлекательный, со знакомыми персонажами и читерским сценарием. Сцены тренировки Кенши вообще напомнили старые фильмы про боевые искусства. И чем пытаться переиначить знакомые нам истории, пусть лучше делают такие самобытные, ни на что не претендующие. Не прощаюсь.